На протяжении всей человеческой истории экономическая экспансия шла рука об руку с захватом новых земель. Она не только сопровождалась кровавой резней, но и опустошала ландшафты по всему миру. Этой теме посвятил свое эпическое исследование выдающийся историк, доктор философии и профессор Еля Сунил Амрит. В новой книге «Пылающая земля. История» он свидетельствует, что освоение природных ресурсов планеты приводит к тяжелым конфликтам, в которых гибнет разнообразие культурных миров и экосистем. Свою летопись «Пылающей земли» Сунил Амрит начинает с Англии 1620-х годов. В это время английский король Карл I поручил голландскому инженеру-гидротехнику Корнелиусу Вермюйдену осушить болото Восточной Англии. Его Величество вместе со своими приближенными считал эти территории безжизненной и бесполезной пустошью. А раз так, то принести на них процветание и прогресс — святое дело. Увы, эти земли на самом деле были заселены, причем не только людьми. В болотах кипела жизнь во всем ее природном многообразии, которое было основой существования местных жителей. Многие тысячи фермеров жили за счет сбора тростника, кормов для скота, дерна и другой болотной продукции. Осушить болото значило уничтожить их мир. Естественно, возмущению местных жителей не было предела, и они встали на защиту родных земель. Движение сопротивления цивилизаторским планам королевской власти в Восточной Англии получило название «Болотные тигры». Прекрасно ориентируясь на местности, тигры устроили настоящую партизанщину. Они системно разрушали все, что строили присланные из Лондона инженеры, крушили дамбы, плотины и шлюзы, которые сооружались для отвода рек. Но политическая элита Англии была полна решимости поставить бесхозную природу на службу государству. Сопротивление тигров в конечном итоге было сломлено, болота осушены. Освободившиеся земли перепрофилировали под сельское хозяйство. Раньше биологически разнообразные водно-болотные угодья кормили тысячи людей. Выгодополучателями же нового цивилизованного ландшафта оказались лишь немногие богатые землевладельцы. Сегодня эти земли известны как житницы Британии, хотя и находятся под постоянной угрозой затопления. Эта разрушающая экосистемы и жизненные уклады модель вовсе не частный случай. В истории человечества она повторялась бесчисленное количество раз. Великолепному разнообразию дикой природы предпочитали контроль над ней с помощью техники и смертоносного оружия. Это привело к бесконечным завоеваниям и резне. Богатых натравливали на бедных, колонизаторов на коренных жителей. Болотные жители Восточной Англии — всего лишь один пример в бесконечной череде тех, кто сопротивлялся потере диких земель, дававших им средства к существованию. Как ни странно, но бедные и слабые не сдаются, продолжая противостоять тем, кто наделен властью и привилегиями. Как некогда болотные тигры сражались за свои болота, коренные жители Бразилии, Индонезии и Индии отчаянно борются с корпорациями за свои бесхозные и бесполезные тропические леса. Самое поразительное, что на протяжении 600 лет многие из этих конфликтов были продиктованы не столько жизненной необходимостью, сколько стремлением европейцев к разного рода излишествами. Все они вращались вокруг погони цивилизаторов за роскошью. Когда в 1426 году португальские корабли достигли североатлантического острова Мадейра, они основали там колонии. Колонисты быстро освободили остров от большей части лесов. Затем поработили и заставили работать на плантациях гуанчей, обитателей близлежащих Канарских островов. К 1600 году гуанчи были полностью истреблены. И все это ради производства одного единственного продукта — сахара. В 1470-х годах португальцы достигли побережья Ганы. В Элмине они построили крепость, которая сперва выкачивала из черного континента золото, слоновую кость и специи, а позже стала центром кровавой атлантической торговли рабами. На каждом этапе европейская колонизация сеяла смерть и разрушение по всему миру. В XVI веке в Перу испанцы устраивали набеги на индейские поселения.
Они брали в плен коренных жителей и заставляли их работать на рудниках, которые были источником киновари, минерального сырья для получения ртути. С древних времен этот минерал, по цвету напоминающий кровь, считался очень ценным. Содержащуюся в нем ртуть использовали для извлечения серебра из руды и лечения сифилиса. Киноварь применяли как краситель. Из нее изготавливали ювелирные украшения и краски для икон. Но киноварь необычайно токсична. Пары от ее переработки убивали не только закованных в кандалы рабов на перуанских рудниках. Ядовитые испарения отравляли воду и землю, животных и рыб. Современник тех событий писал, что до прихода испанцев там всюду бродили стада оленей, а сейчас не растет даже трава. Последствия той давней катастрофы ощущаются даже сейчас. Но порабощение людей и природы не могло остаться без ответа. Показателен пример Киламбо. Так называли крупные поселения, основанные в конце XVI века в бразильских лесах беглыми рабами из Анголы и Конго. Впрочем, там можно было встретить также коренных бразильцев, евреев и мусульман. Поселения имели развитую систему самоуправления, религии и социально-экономическую организацию. Чем-то напоминая античные республики, они занимались натуральным хозяйством, торговлей друг с другом и войной с европейскими колонистами и правительственными войсками. На северо-востоке Бразилии Киламбо в 1630 году объединились в самое настоящее государство – Палмарис, в котором проживало до 20 тысяч человек. Оно успешно отразило 58 карательных экспедиций, пока в 1694 году не пало под натиском голландских и португальских военных. На протяжении столетий коренные народы жили в симбиозе с природой. Они эксплуатировали ее ресурсы, но постоянно перемещались на новые места, позволяя лесам восстанавливаться. Промышленная вырубка лесов не имеет с такой стратегией ничего общего. К 1980 годам тропические леса Амазонки и Юго-Восточной Азии исчезли на территории, эквивалентной 1/2 площади Индии. В Бразилии ответом на катастрофу стало движение, которое возглавил защитник природы Чико Мендес. В 1990 году штат Акре на площади 500 тысяч гектаров создал первый лесной заповедник, населенный и управляемый местными жителями. Но Мендес заплатил за это жизнью. В 1988 году он был застрелен убийцами, вероятно, нанятыми владельцами местных ранчо. Не менее трагическая история произошла в Нигерии с экологом Кеном Саравива, основателем движения за выживание народа Огони. В 1993 году он возглавил 300-тысячный протест против компании Shell, превращавшей территории нефтедобычи в безжизненный черный ландшафт. Саравива и 8 других лидеров Огони были арестованы и повешены в 1995 году правительством Нигерии. Конечно, цивилизация несет нам немало благ. Начиная с 20 века антибиотики и вакцины снизили уровень смертности от инфекционных заболеваний. Развитие агротехнологий привело к колоссальному росту производства сельхозкультур. Но эти успехи имели непреднамеренные последствия. Агрохимия проникала в почву и отравляла ее. Грунтовые воды, используемые для орошения полей, стремительно истощались. В Индии прогресс увековечил неравенство между фермерами. На фоне роста долгов и аномальной засухи, не имея доступа к транспорту, воде и деньгам, тысячи из них ежегодно кончают жизнь самоубийством. Но надежда исходит от тех, кто продолжает бороться. Еще с конца 1990-х годов в колумбийской Боготе 44 тысячи квадратных метров дорог были переоборудованы в пешеходные, построены 500 километров велосипедных дорожек и сеть общественного электротранспорта. В 2006 году в индонезийском Западном Тиморе 150 женщин добились закрытия мраморной шахты, протестуя против уничтожения эвкалиптовых лесов и водных путей. Амрит отмечает, что все больше людей бросают вызов самоубийственной глупости, которая 200 лет владеет воображением сильных и привилегированных. За последнее десятилетие в мире были убиты почти 2000 активистов-экологов. Треть из них — представители коренных общин.
Мы должны быть благодарны этим храбрым и непоколебимым людям. Если вам понравился наш рассказ, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые захватывающие истории. Пишите свое мнение в комментариях и обязательно нажмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о выходе наших видео. Спасибо за просмотр и до встречи в новых выпусках.